Привет, с тобой Юджин из Graphicore в рамках проекта Photo Without Studio. В сегодняшнем уроке мы с тобой создадим такое драматическое освещение. Если ты впервые у меня в гостях, то не забудь подписаться. Ну а теперь поехали! Открой исходную фотографию в Photoshop. Щелкни по фотографии правой кнопкой мыши и преобразуй ее в смарт-объект. Мы это сделали для того, чтобы применить к этой фотографии разные фильтры и эффекты, не меняя ее структуры. Первое, что мы сделаем, это зайдем в меню фильтр камера RAW. С помощью этого фильтра преобразуй фотографию черно-белую. Дальше понизь экспозицию примерно на 2,5 пункта, а светлые области снизь до минус 55. Применение этого фильтра похоже на то, как будто мы выключили свет в комнате. Теперь мы займемся созданием световых лучей. Во-первых, добавь новую группу выше слоя с изображением. В панели «Слои» нажми на кнопку «Папки». В этой группе создай новый слой, иконка плюсик. Переименуй эту группу в «Свет». Выдели новый слой и возьми инструмент прямолинейное лассо и нарисуй треугольник, похожий на луч света. Иди в меню редактирования, выполнить заливку. Выбираем цвет белый. Ctrl-D или Command-D на Mac. Сними выделение и переименуй этот слой в луч. Ctrl-T или Command-T на Mac. Поверни луч вертикально и нажми Enter. Ты увидишь, что ограничивающая рамка стала более удобной. Преобразуй слой луч в смарт-объект. Уменьши непрозрачность слоя до 45%. И выставь луч так, как будто бы он падает из окна. Выдели группу свет и добавь ей белую маску. Иди в фильтр, рендеринг, облака. При этом ты должен был стоять именно на маске группы. Данные облака, вернее маску, можно увеличивать и уменьшать, но прежде нужно разорвать связь между маской и группой. Нажми на цепочку между иконкой папки и маски. Теперь ты можешь увеличивать маску или уменьшать. Давай увеличим ее. Выдели слой луч. Иди в фильтр, размытие по Гауссу. Радиус поставь примерно около 30 пикселей. Учти, что в твоем случае это может быть совсем другая цифра. Теперь нужно этот луч дублировать, поворачивать, растягивать или сжимать, чтобы заполнить все пространство окна. Зажатой клавишей Alt или Option на Mac перетягивая лучи, тем самым дублируя их. После того, как мы заполнили все пространство окна световыми лучами, стало хорошо видно дымку. Вот теперь ее можно еще раз подкорректировать. Выдели маску на группе свет и Ctrl-T или Command-T на Mac откорректируй дымку.
Если поклацаешь по слоям с лучами, то ты увидишь, что у каждого слоя стоит непрозрачность 45%. Теперь можно непрозрачность этих слоев увеличить до 60. Выдели все слои с лучами и введи на клавиатуре 60. Таким образом можно быстро изменять непрозрачность. Пока все слои выделены, сгруппируй все лучи и переименуй группу в лучи. Теперь давай избавимся от лишних засветов. Выдели группу лучи и добавь к ней белую маску. Выбери инструмент «Градиент». В верхнем меню в папке «Основные» выбери градиент от основного цвета к прозрачному. Что значит от основного к прозрачному? А это значит, что цвет берется из вашей палитры, и если в палитре основным цветом стоит черный, то и градиент будет от черного к прозрачному. Забегая наперед, ты, наверное, уже догадался, что мы будем таким градиентом маскировать ненужные нам части лучей. Но тогда почему бы нам не взять черно-белый градиент? Ведь белый цвет на белой маске нейтрализуется, и эффект будет такой же, как и с прозрачным цветом. Да, это совершенно верное утверждение, но у прозрачного градиента есть одна очень шикарная функция. Дело в том, что если использовать черно-белый градиент, то мы его можем использовать только один раз на этой маске. А когда мы используем прозрачный градиент, то мы можем добавлять его несколько раз. А теперь давай замаскируем ненужные нам части с помощью добавления градиента к маске всей группы лучи. Если добавленный градиент скрыл все, то просто переверни его. Кликая по маске слоя с зажатой клавишей Shift, отключая ее, ты можешь посмотреть на результат добавления градиента. Уже совсем неплохо смотрится. Но мы же с тобой профессионалы, поэтому давай добавим блик. В самом верху создай новый слой. Выдели группу «Свет» и с зажатой клавишей Ctrl или Command на Mac кликни по иконке создания слоя. Залей новый слой черным цветом. Shift F5 на клавиатуре. Выбери черный и переведи в режим наложения «Экран». Запомни, что режим наложения «Экран» превращает стопроцентно черный цвет в прозрачный. Преобразуй слой в Smart Object и иди в фильтр, рендеринг, блики. Положение блика выставь в соответствии с исходящим светом из окна. Инструментом перемещения поправь его. Затем иди изображение, коррекция, цветовой тон, насыщенность. Насыщенность снизь на -100. Добавь белую маску этому слою и уже известным тебе способом с помощью прозрачного градиента ограничь рассредоточенность блика в тех местах, где он не должен быть. Выдели иконку
блика и иди фильтр размытия по Гауссу. Поставь примерно 6 пикселей. В твоем случае это может быть как больше, так и меньше. Ставь как тебе нравится. На этом можно было бы и закончить. Но сейчас я покажу тебе один фокус, который знаю только я и Майкл Джексон. Теперь и ты будешь знать об этом. Выдели самый нижний фоновый слой и нажми на плюсик в панели слои, чтобы создать новый слой над фоновым слоем. Залей его черным цветом. Shift F5, выбери черный. Мы это сделали временно, чтобы скрыть фон и увидеть только наши световые эффекты. Теперь открой панель каналы. Если у тебя нет этой панели, то иди в меню окно и выбери каналы. С зажатой клавишей Ctrl или Command на Mac кликни по каналу RGB. Таким образом мы сделали выделение всех светлых пикселей. Хотя по странному контуру выделения можно сказать, что мы выделили всего лишь часть лучей. Но это не так, и сейчас ты в этом убедишься. Вернись в панель слои и зажатой клавишей Shift выдели все слои, которые относятся к световому эффекту, и помести их в группу. Заметь, что выделение, которое мы сделали через каналы, должно остаться. Отключи новосозданную группу и черный слой. Перетяни фоновый слой на плюсик, чтобы создать дубликат. Затем двойным кликом зайди в фильтр камера RAW и экспозицию увеличь до +3, а светлые области до +30. Заметь, что выделение никуда не делось. Нажми на иконку добавления маски. Вуаля! Через фильтр камера RAW ты можешь регулировать силу свечения. Можешь еще добавить силу экспозиции, белых, светлых областей. Ты, наверное, спросишь, а в чем же разница между первым способом и способом от Майкла Джексона? А разница в том, что в первом случае мы добавляем белый цвет на изображение, а во втором мы используем проэкспонированное исходное изображение и замаскированное с помощью маски лучей. Второй вариант, наверное, профессиональный. Но все зависит от того, для каких целей ты создаешь этот эффект. Да и невооруженным глазом разница почти незаметна. Какой из них использовать, выбирать только тебе. На этом я с тобой прощаюсь. Поддержи развитие канала любым приемлемым для тебя способом. Донатом, подпиской, лайком, комментарием. Поделись этим видео в соцсетях и присылай свои результаты в телеграм-группу. Все ссылки в описании. Увидимся!